Всем привет! Здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. В данном ролике я хочу поговорить об искусственном интеллекте Gemini. В этом приложении не так давно появилась пара функций, которые не все используют, но они полезные. Сейчас об этом расскажу. К слову отмечу, если вы вообще первый раз слышите об этом искусственном интеллекте или думаете, что он работает только где-то за границей, тогда для вас внизу в описании под этим роликом оставлю ссылку. В том видео я показывал, как установить Gemini в России, чтобы оно полноценно работало. Вы легко сможете активировать этот искусственный интеллект, например, общаться с ним в лайв-режиме, также, например, создавать интересные и качественные изображения. Создая изображение, кот едет на велосипеде и у него на плече сидит попугай. Такое изображение потом можно скачивать на ваш телефон, и это далеко не все возможности Gemini. Например, в недавнем времени появились разные модификации, вот они. Сейчас вдаваться в эти подробности я не буду. Эти функции узконаправленные и, например, очень сильно могут пригодиться в определенной работе. Также Google добавляли сюда еще вот такие возможности. Можно работать с изображениями, различными файлами и Google диском. Также совсем недавно добавили вот такую функцию Canvas. Здесь можно создавать документы и писать код. Как я уже сказал, по поводу этих функций сильно сейчас в подробности вдаваться не буду, но если что, вы можете нажать на эту функцию. Далее рядом здесь задать следующий вопрос: какие документы ты здесь можешь создавать? Нажимаем «Открыть». Здесь показаны все виды документов и презентаций, которые можно создавать. Повторюсь, что это очень полезные функции для некоторых типов работ. Например, сейчас я попросил создать HTML-код. Она показывает, какой может быть код. Если все это правильно создать, данный код мы копируем, переносим на сайт, и у нас на сайте появляется, например, презентация. Но в этом ролике основными фишками я хочу показать кое-что другое. Также, забегая вперед, скажу, что Gemini сейчас учится улучшать изображение, в том числе и с вашей камеры. Чуть позже об этом поговорим. Итак, друзья, первая важная фишка, которая относительно недавно была добавлена, но ей многие не пользуются. Когда мы заходим в Gemini вот таким образом, нажимаем сюда, открывается лайв-режим, я делаю шаг назад, попадаю в такое меню. Здесь нажимаю иконку нашего профиля, настройки, Gemini на заблокированном экране. Раньше в этом меню была только одна галочка: используйте Gemini даже когда устройство заблокировано. Лично я всегда использовал эту функцию, но не так давно появилась еще дополнительная галочка: совершайте звонки и отправляйте сообщения без разблокировки устройства. На самом деле это очень удобная функция, активируем ее. Думаю, всем понятно, что, например, дает первая галочка, которая там у меня была включена. Телефон заблокирован и лежит, например, где-то на столе, далеко от нас. Я говорю: «Окей, Google, какая сегодня будет погода в Челябинске по Цельсию?» В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями. То есть такие ответы мы можем слышать, не подходя к нашему телефону. Иногда я этой функцией пользовался даже когда у меня телефон лежал в сумке или в кармане. Он просто отвечает вам как умная колонка, но к этому нужно приноровиться. Как работает та самая вторая галочка, которая позволяет нам совершать звонки с заблокированного экрана? Это очень удобно. Я блокирую телефон. Представьте, например, вы едете на машине, у вас телефон лежит где-то на панели. Вы говорите: «Окей, Google, позвони абоненту мама». Звоню маме. В таком случае звонок совершается без какого-либо вашего физического вмешательства. То есть вы даже не касаетесь телефона. Это также очень удобно. Здесь также очень важно отметить один момент. Смотрите, если я зайду в настройки, мобильные сети, если у вас в телефоне стоит две сим-карты, например, я часто выбираю вот так: выбирать сим-карту во время звонка. В таком случае данный дозвон не будет работать. Вам все равно придется выбирать, с какой сим-картой звонить. Но если у вас будет выбрана определенная сим-карта, тогда функция будет правильно работать. Второе обновление в приложении Gemini, оно также появилось относительно недавно, и многие о нем не знают. Ранее, когда на Android-телефонах еще был голосовой помощник, он мог взаимодействовать с приложениями от Google. Я мог, например, сказать ему: «Google, открой приложение часы», и он открывал только приложение часы от Google. То есть какие-то сторонние часы он бы не открыл. Далее, когда вышло приложение Gemini, оно могло то же самое. Работало только с приложениями от Google. Сейчас же наступил
наступил очень важный момент, Gemini может открывать практически все приложения, которые установлены на вашем телефоне. Например, смотрите, окей, Google. Открой приложение «Камера» и сделай фото. Делаю фото. К слову говоря, это раньше также можно было сделать, просто, возможно, об этом кто-то не знал. Теперь смотрите, окей, Google. Открой приложение «Безопасность». Конечно, открываю. Раньше ни Gemini, ни голосовой помощник этого не могли. Сейчас это можно делать. Это, например, очень удобно делать, если на вашем смартфоне установлено много приложений, и вы хотите быстро открыть какое-то из них. В таком случае просто нужно знать его название. Окей, Google. Открой приложение Aura. Конечно, открываю. Думаю, здесь все понятно. Также, друзья, хочу сказать следующее. Смотрите, есть такая тестовая страница от Google, где можно попробовать некоторые экспериментальные функции Gemini. Так вот, в данный момент Gemini учится улучшать изображение. Данная экспериментальная модель работает только на сайте. Если что, ссылку на этот сайт оставлю в своем телеграм-канале. В мой телеграм вы сможете перейти по ссылке в описании под этим роликом. Не забудьте на него подписаться, там я оставляю много полезного и интересного. Если вы на этот сайт заходите так же, как и я, через браузер Chrome, советую отключить автоматический перевод, чтобы здесь все было на английском. Открываем эти настройки, включаем здесь следующее, Gemini 2.0 Flash Experimental. Здесь ничего не трогаем. Далее внизу нажимаем плюсик, загрузить файл, фото и видео. Например, я выберу это фото, которое мы только что делали. Ждем полную загрузку фото, потом сверху вот здесь пишем «Улучши качество этого изображения». Закрываем клавиатуру и нажимаем этот значок. Снизу появляется уже улучшенное изображение. Его можно скачать. Вот эти два снимка. Друзья, сразу скажу, пока что какого-то выдающегося результата в этом ждать не стоит. Они над этим работают. И стоит отметить, что та Gemini, которая установлена у нас на телефоне, пока что этого не умеет. Это есть только в экспериментальных функциях. Также на этом экспериментальном сайте можно попробовать следующее. Добавь на это фото маленькое изображение андроида, фигурку. Вот такие, друзья, невероятные функции ожидают нас в Gemini. Кстати, я бы хотел себе такую фигурку Android, но нигде ее не могу найти. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо в нашем чате телеграм-канала Power Device, постараемся вам помочь. Не забывайте подписываться на этот канал, на мой телеграм-канал. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.